Всем привет, друзья! Вы на канале Na'Vi BS, и сегодня будет очень интересный ролик. Как вы знаете, в игре уже есть очень много бравлеров, и сегодня мы попробуем с командой создать своих, а потом еще дополнительно попробуем их угадать друг у друга. Philips OneBlade с уникальным лезвием подравнивает, делает контуры, бреет щетину любой длины в любом направлении. Выбирай свой стиль с Philips OneBlade. Итак, Куб, сейчас ты будешь описывать идеального персонажа Na'Vi Brawl Stars. Попробуй описать его внешне. Похож ли он на кого-то из существующих персонажей и какими частями тела? Ну, если говорить о персонаже, то, скорее всего, это был бы человек, не робот, там, не машина, не сказочное там существо. В голове у меня есть идеи касательно одной игры. Я, честно говоря, не помню, как она называется, как зовут персонажа, но в моей голове это хакер с маской, у которого электронное лицо, ну, то есть электронной маской, и это лицо меняется. Какой цвет волос у этого персонажа? Думаю, цвет волос не виден, потому что он в маске полностью покрыт головой. Ага, ого, интересно. Хорошо, он что-то держит в руках? Да, у него есть небольшой ноутбук, может быть, планшет, не знаю, в руках. Прикольно. Он передвигается пешком или на чем-то? Да, на своих двух ногах. Хорошо. Во что он одет, кроме маски? На данный момент в голове у меня какая-то темная куртка, джинсы и какие-то невзрачная обувь, там, может быть, кроссовки повседневные. Какое у него выражение лица или какую эмоцию, может, он выражает? Я думаю, что его маска показывает каждую секунду, возможно, разные, в зависимости от самой ситуации, эмоции, но это чаще всего либо улыбка, либо какой-то серьезный взгляд безэмоциональный. У него есть какой-то маленький помощник рядом? Или он сам? Нет, его лучший помощник — это его гаджет. Какое у него умение? Наверное, пусть это будет не особо логично, но он бы умел своей ультой взламывать других персонажей, отключать их на время, и тогда они бы не смогли бы какое-то время помогать своей команде. К какой категории отнес бы этого персонажа и насколько было бы сложно его получить? Я бы его сделал, наверное, мифическим, и касательно самого класса это была бы, наверное, поддержка. Вряд ли бы он был атакующим там и так далее. И придумай какой-то еще скин для этого персонажа. Скин. Блин, это сложно. Наверное, придумал бы, как раз недавно проходил Хэллоуин, это был бы какой-нибудь костюм скелета, вот тоже в электронном виде, что-то типа того. Он будет похож примерно как Саски из Наруто. В таком одеянии будет, самурайском, с поясом. То будет есть у него меч. Это человек, правильно? Да, это человек. Какой у него цвет волос? Черный. Что он будет держать в руках? Ничего. У него будет за спиной меч. Как он передвигается? Ногами. Просто ходит, правильно Да. бегает? Окей. Во что он одет? Одежда полностью как у Саски, правильно? Ну да, плюс-минус. Какое у него выражение лица или какую эмоцию он выражает? Серьезно, неулыбчивый такой. У него есть какой-то помощник или он сам? Он сам. Какое у него умение? Умение, он концентрирует энергию внутри себя с помощью своей силы воли и потом использует ее в бою. У него будет такая шкала, которая при использовании, когда он будет кастовать, ну не магию, а техники свои, она будет тратиться, и ее нужно будет перезаряжать. К какой категории отнес бы персонажа и какой бы он, насколько редкий он был бы? Damage дилер, мифический. И придумай скин на этого персонажа. Скин, кошка-девочка Саски, пусть будет, не знаю, с такими ушками. То есть, типа, так бы это был парень, а скин это девочка? Ну да. Мой персонаж будет выглядеть, его тело, точнее, будет выглядеть как у Супермена. Я хочу, точнее, чтобы у него была тыква вместо головы, нос, точнее, вместо носа морковка и огурцы вместо ног. Он держит что-то в руках? Ракетницу, в которых вмещается 10 пуль. Как он передвигается? На машине. На такой красивой черной машине. Хорошо. Костюм у него как у Супермена? Да, также. Какое у него выражение лица или какую эмоцию он выражает? Злую. Пусть будет злую. Всегда злой, да? Да, всегда злой. Хорошо, у него есть помощник или он сам? Он в соло справляется. Какое у него умение? Пусть у него будет, чтобы он мог превращаться в лягушку и чтобы он был невидимым. К какой категории отнесешь его и сложно ли получить этого персонажа? К супергероям. И думаю, пусть будет легендарка. Очень сложно его получить. И придумай скин для этого персонажа. Бэтмен пусть будет скин его. Да, в
Да, в принципе, только Бэтмен пусть будет. Ну, из существующих персонажей не похож, разве что я так придумал, чтобы у него было колесико, как костюм, и он типа просто катался, а остальные части тела не похожи. Хорошо, тогда опиши его, как ты примерно представляешь. Ну, какой-то такой типа ниндзя в маске, может, в халате, не знаю, и с ремнем таким черным. длинным. У него закрыта голова или видно волосы? Нет, ну, в маске. Полностью в маске. Хорошо. Как он передвигается? Ну, я вот так придумал, чтобы он передвигался типа как крюками по карте и цеплялся за стены. О, это Каждый прикольно. удар. Во что он одет? Ты говорил в халате, но опиши его цвет. Ну, черный такой, как у ниндзя, короче. Мгм. И маска. пояс тоже черный. Да. Какое у него выражение лица или какую эмоцию оно выражает? А это непонятно в маске. Ага, вообще только глаза. Даже глаза закрыты. А, даже глаза, окей. В очках. Он сам или у него есть помощник? Нет, он сам. Какое у него умение? Ну, допустим, чтобы он мог уходить в инвиз каждые 5 секунд. Что он держит в руках? В одной руке крюк, а в другой руке ракетница. Ракетница и крюк. Нормальное сочетание. К какой категории отнес бы персонажа и насколько сложно его было бы получить? Получить было бы его самая сложная, ну, самая высокая редкость, больше всего легендарка. И, ну, ниндзя, наверное, типа как Леон. Мгм. Придумай скин на этого персонажа. Чтобы весь его костюм, типа, был как мумия. Блин. Надо теперь угадать, кто же это придумал, да. Ну, не знаю, судя по фантазии, мне кажется, это Куба персонаж. Да, так и есть. Не, ну это кубик, это кубик. Чуть не угадал. Да, это он. Ну, Куб остается. Ну, это вообще капец, Супермен какой-то с тыквой. Хэллоуинский Супермен. Вместо ног у него огурцы, насколько я помню. О, вот это. Все, это мой. Я Как по 4 ракетами сразу понял, что это мой. Мгм. И очень круто выглядит. Я прям себе скринчик делаю. Возможно, разработчики бы добавили его в игру. Хотел бы играть за такого персонажа? Ну, по сути, уже такой есть, только вот тело немного другое, и все. Вот 4 ракеты у него есть уже. А так Это очень Брок, прикольно да, ты выглядит. Да. А вот это точно мой, да, я сразу вспомнил, что вроде бы я там что-то с гаджетами такого хакера придумал. Да. Как тебе реализация этого персонажа? Я скажу, что крутой. Кстати, я не помню, как его. Может быть, ошибаюсь, то ли Бэйн его звали, персонаж такой с маской злодея из Бэтмена, вот этих Марвел серий. А, не Марвел, а DC. Вот он чем-то на нее похож и так очень дерзко выглядит, я скажу. Может, даже разработчикам закинули. Ой-ё, это Петин? Как ты угадал сразу так? Да меня как-то Петя с бойцами ассоциируется, да, со всеми, с борьбой, с ММА. И вот как-то я посмотрел сразу вот так, кубик бы, наверное, что другое сделал. На Джейсона тоже не похоже, на Петю, в принципе, так. Мне почему-то кажется, что это Петя придумал. Как вы хорошо друг друга знаете. Реально Петя? Я угадал? Да. Все сразу угадывают. Он на Петю похож. Ну, типа, такой, ну, вот только маска дурацкая, а так похож. Что это такое, ё-моё? Какой-то компьютерный гений. Если честно, прям, я думаю, что это Петя. Ну, ему нравится, во-первых, примат. И... Ну, не знаю, не думаю, что вот Джейсону и Алексею придут вот такие идеи, прям сделать такой. Ну, по-моему, раз мы Куба угадали, то любители аниме это Алекс. Тут чисто дедукции. Мы, наверное, скажем, что это Алекс. Да, кстати, в Придумал Бравле, это по-моему, нету персонажей с мечом, правильно? Это первый. Да. Ну как, у Мэг есть, но он более механический такой, как у робота меч. Не такой, Ага. что как из аниме, самурая серии и так далее. Алекс. Все слишком Алекс. быстро угадывают. Ну, просто Алекс фанат Энгера. Ну, как фанат, типа, он что-то магнитик забрал его, поэтому... Ну, это мой. Да, это было легко. Как тебе он? Ну, прикольно. Я думал, его немножко в другой стилистике сделают и добавят просто как черты лица, только Саскин, да, прикольно, красиво. Ой, это Алексей, по-любому. Так как, во-первых, ему нравится аниме,
Мгм. Да и все, в принципе, ему нравится аниме просто, и все тут очень логично, что это Алекс. Ну и как ты оцениваешь самого Бравлера? Хотел бы такого тоже, чтобы добавили? Прикольно выглядит, и интересно, какая у него суперспособность. Ну, тут уже очевидно, чей это. Да, но, кстати, тоже прикольненько выглядит. Насколько я помню, да, он перемещается еще с крюком, типа он по карте перемещается. А, цепляется, да. Мгм. Правда, мне кажется, 9 ракет — это слишком имбово, слишком жесткий персонаж будет. Да. А это мой. Да, как ты угадал? Вообще это Брок со скином Настю. Не, ну в принципе близок к тому, что я представлял. О, ну вот это не, если бы мне сказали, типа, я бы сказал, что это Джейсон Перс, потому что у него 101 из любимых персов, насколько я знаю. И Брока он тоже любит. Так, ты в Просто целом хотел бы, чтобы такой персонаж добавили его в игру? Нет, потому что он это солянка из двух персонажей, из Брока и из Ту. И что-то еще от него самого добавлено, вот этот капюшон. А так очки, ракетница, колесо, оно от персонажей, которые уже есть. Но прикольно выглядит, если бы их не было, в принципе, да. Ё-моё, а тут 9 ракет даже. Да, это просто сразу с ультой, со всеми умениями дополнительными. Ну, Он еще перемещается по карте с помощью крюков. 9 ракет это много, по-моему. Вот там 4, да, хватит, а вот 9. Всем спасибо, ребят. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайки и описывайте своего идеального бравлера в комментариях.